Если честно, то изначально не собирался, не планировал делать большую передачу на эту тему. В коротком варианте я о ней уже рассказывал на геоэнергетике инфо, но в конце концов пришел к выводу, что успокаиваться на этом нельзя. Как-то уж очень охотно многие блогеры и даже ряд больших СМИ подхватили эту тему. Дело даже не в том, что информационную войну против России никто не отменял, в том числе и со стороны тех, кто, как говорят серьезные люди, достиг взаимопонимания с нашей страной просто шире Хуанхэ и выше Джамалунгмы, вот прям как никогда раньше. Правда, мне иногда у подобного рода агитаторов-горлопанов очень хочется спросить, а действительно в те годы, когда Советский Союз освободил территорию Китая от японских агрессоров, помогал поднять экономику не с нуля, а откуда-то из ямы, вот тогда наша дружба с Пекином точно-точно была никакой по сравнению с нашими благословенными временами? И уж простите, но элементарные истины никто не отменял. Одна из них гласит незыблемая. У России только 3 союзника: армия, флот и военно-космические силы. Правда, недавно наметился участник потенциального квартета – газовые трубы. Но у них пока диаметр маловат. Так что простите за цинизм, но верить в искренние дружеские чувства нашего огромного соседа персонально я отказываюсь. Внутри собственной страны китайские власти могут сколько угодно строить социализм по собственным рецептам, учитывающим и наши ошибки, приведшие к катастрофе 1991 года. На внешнеэкономической арене Китай вполне себе хищный капиталист со всеми вытекающими, то есть со стремлением любыми методами давить всех потенциальных конкурентов. В том числе в атомном проекте, где общепризнанным лидером является Россия с нашим Росатомом, где Китаю сражаться с нами сложно по вполне объективным причинам. Свою первую атомную электростанцию китайские специалисты построили на 30 с лишним лет позже, чем это было сделано в СССР. Напомню, что первый энергоблок с водно-водяным реактором CNP-300 в составе атомной электростанции Циньшань был введен в эксплуатацию 15 декабря 1991 года, через 27 лет после запуска первой атомной электростанции. Да, на день сегодняшний по количеству атомных энергоблоков Китай основательно обогнал Россию. Но, как говорится, есть нюанс. Объективно оценивая собственный уровень развития атомных технологий, Пекин принял решение не отказываться от их импорта, при этом прикладывая максимум усилий для собственного развития. На день сегодняшний на территории Китая построены атомные станции по технологиям двоеточие собственным, французским, канадским, российским и американским. Напрашиваются логически вытекающие вопросы, согласитесь. Кто и как готовит специалистов для всего этого интернационального атомно-энергетического зверинца? Как наши юго-восточные соседи намерены решать вопросы с переработкой облученного ядерного топлива или с его геологическим захоронением? Что со свежим топливом? Атомные электростанции на территории Китая поколения 2, то есть до введения постфукусимского кодекса безопасности, были построены по французским технологиям. Простите, а это точно технологический суверенитет? Когда урановая руда добывается в Казахстане, обогащается по содержанию урана-235 в России, фабрикация топлива идет тоже в Казахстане, но на заводе, который Астана строила вместе с французами. Можно внимательнейшим образом изучать все сообщения самого Китая о ситуации в его атомной отрасли. Только при этом нельзя забывать о том, что эти сообщения экспортной направленности. Реально эта отрасль закрыта для посторонних наблюдателей весьма основательно. Основная идея известна. Воспользовавшись на начальном этапе чужими технологиями, получить запас времени на развитие собственных, а после этого, пользуясь многотысячетонной финансовой подушкой, отработав все нюансы у себя дома, выйти на внешний контур и подавить, растоптать всех потенциальных конкурентов. Красивая идея, но есть нюанс. Чувствую, что я сегодня еще не раз произнесу эту устойчивую идиому. Нюанс, если коротко, советско-российский атомный проект, который, мягко будет сказано, опережает китайский, как Порше асфальтовый каток. Попробую в числах. Но учитываем то, что реальные данные и данные для внешнего окружения у Китая – это две большие разницы. МАГАТЭ оценивает разделительную урановую мощность Китая в 11 миллионов единиц разделительной работы в год. Но точно известно только то, что на рубеже 90-х, нулевых, Росатом поставил газовые центрифуги 6-го поколения на общую мощность 1,5 миллиона единиц разделительной работы на 2 завода. В Ланчжоу завод 504 и в Ханчжуне завод 405. А вот все остальное в полном тумане. Вроде как у китайцев есть некие собственные газовые центрифуги, хотя ходили непроверенные слухи о сотрудничестве по этому направлению с Пакистаном в 80-е годы прошлого века. Вроде как строится 3-й завод по обогащению урана в Сычуане, а может и не строится, а планируется.
Если информация про разделительные мощности Китая верна, то такого объема обогащенного урана вполне достаточно для всех действующих в Китае АЭС. Но он по каким-то причинам как закупал обогащенный урановый продукт в России, так и закупает, да еще и наращивает объемы закупок. Китай громогласно заявил, что разработанный сразу двумя его атомными корпорациями, всего в Китае их 3, реактор HPR-1000, он же Хуалон-1, он же Дракон-1, полностью отвечает требованиям атомных реакторов поколения 3+. Но у этого продукта не предусмотрена ловушка расплава, которую МАГАТЭ считает необходимой для этого самого поколения 3+. Китай строит реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем CFR-600, но едва ли не половину оборудования и топлива поставляет Росатом. Китай совсем недавно приступил к проектированию завода по переработке облученного топлива в провинции Гяньсу. Я даже попробую выговорить название города, рядом с которым планируется его размещение. Цзяюаньгуан. Самостоятельно. Так говорится в иноязычной китайской прессе. Но мемориал о сотрудничестве с французами был подписан еще несколько лет назад. То, что это будут французские технологии, намекают сообщения о том, что на этом заводе будет использоваться технология Purex. У французов другой нет. В то время как опытно-демонстрационная линия в Железногорске – это куда как более продвинутая пирохимическая переработка. Я могу и дальше продолжать. Дело не самое хитрое. Но интереснее еще один тонкий момент. Первый контракт на строительство атомных энергоблоков по советско-российским технологиям с CNNC, China National Nuclear Corporation, подписывал даже не Росатом, а Министерство по атомной энергии, поскольку на дворе был 1999 год. 2 блока в составе атомной электростанции Тяньвань на базе реактора ВВР-1000. Проект 428 строили 8 лет. Время такое было. Наша атомная индустрия после Чернобыля и в 90-е годы, как говорят боксеры, пребывала в состоянии грогги. И давайте отдадим должное терпеливости и понятливости китайских заказчиков. Не штрафовали, мирно сносили любые задержки, вплоть до того, что часть оборудования приходилось забирать на доработку и исправление с площадки в Китае обратно на российские заводы. Это действительно дорогого стоило. Стараниями команды Гайдара и его соратников машиностроительные заводы атомной отрасли были приватизированы и акционированы, и дело доходило до забастовок сотрудников наших АЭС. Впрочем, я не об этом, а о том, что 3 и 4 блоки на атомной электростанции Тяньвань были построены с опережением контрактных сроков. Правда, календарь сложился так, что сходу этого не заметишь. Блок номер 3 был начат строительством в 2012 году, подключен к сети в 2017. Блок номер 4 начали строить в 2013, сдали заказчику в 2018. Вот только контракт предусматривал выход на минимально контролируемый уровень за 60 месяцев, а реально на это ушло в обоих случаях по 54 месяца. Для атомной энергетической отрасли 21 века такое точно не характерно. Алкилуоты, я вам клянусь. Да что там, это из ряда вон. На АЭС Вогль подтвердят, на АЭС Фламановиль соврать не дадут. Как этот результат был получен? За годы строительства первых 2 блоков российские и китайские специалисты, что называется, сработались, оценив свои выигрышные стороны. На 3 и 4 блоках Росатом отвечал за ядерный остров, а CNNC – за электрическую часть. Бизнес-логика подсказывает, на практике сложился консорциум, который вполне способен перекрыть запросы любых заказчиков. Распределили обязанности, общими усилиями решили вопросы финансирования, вопросы с сервисными услугами, с обучением специалистов и пошли шагать из одной страны в другую по всей планете, поскольку конкурировать вот с таким вот дуэтом невозможно от слова совсем. Дерзко, надо оглядываться на нетрадиционных западных партнеров. Но обоюдная зависимость по полному комплекту оборудования, если рассматривать Россия плюс Китай, величина, бесконечно стремящаяся к нулю. То, что на атомных электростанциях Китая использованы американские, французские и канадские технологии, это не показатель. И не зона риска для Китая, если весь ядерный остров – это Росатом. Но пока мы ничего подобного не видим. И причина здесь ровно одна. Китай желает быть нашим атомно-энергетическим конкурентом, а не участником Дуумвирата. Является ли это только вопросом престижа, лидерства в самой высокотехнологичной отрасли энергетики, или же это нечто геополитически стратегическое? Надеюсь, кто-нибудь из серьезных политологов когда-нибудь присмотрится и вынесет соответствующий вердикт. Но открытого взаимовыгодного сотрудничества между Росатомом и китайскими атомными корпорациями мы, к сожалению, не наблюдаем. Китайские атомщики стараются реализовать собственные проекты атомных электростанций малой мощности. Именно собственных, не предлагая никакой коллаборации на основе уже освоенных Росатомом реакторов «Ритм-200» или ожидающих в самое ближайшее время «Ритм-400». В
В конце 2022 года на атомной электростанции Шидао-Бай были введены на полную мощность два высокотемпературных газоохлаждаемых реактора HTR-PM. Общая мощность по теплу 500 мегаватт и 210 мегаватт мощность электрическая. Самостоятельно, без сотрудничества, с ощутимым шумом, звоном в СМИ. Первый в мире реактор четвертого поколения. Когда я увидел, что эту сенсацию охотно подхватили наши СМИ, был, мягко скажем, обескуражен. Первый реактор четвертого поколения называется БН-600. И работает он с 1980 года. Работает спокойно и уверенно. Теперь это уже полностью на МОКС-топливе. Уже этого простого факта вполне достаточно. Чтобы понять, китайская сенсация 2022 года была четко рассчитана на то, что активисты репостов даже не попытаются проанализировать эту информацию. Сенсационность, звонкая звонкость будет притягательнее, чем попытки задуматься или, мало ли, а вдруг, проконсультироваться с кем-нибудь, к примеру, из Росатома. Реакторы поколения 4 – это ведь не журналистский термин для красоты. Тут все достаточно жестко и определенно. Проект Generation 4 был инициирован Министерством энергетики США в 2000 году. А в 2021 году была официально зарегистрирована международная организация, которая так и называется – Международный форум поколения 4. В форуме 13 участников. Россия, США, Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Южноафриканская Республика, Швейцария, Великобритания и Евроатом, представляющие интересы всех стран Евросоюза. Эта славная компания занимается с той или иной степенью кооперации развитием технологий 6 типов атомных реакторов, относящихся к поколению 4. Просто для справки, если интересно, может будет отдельно рассмотреть каждый из них. Вот номер 2 в списке – БН-600 и БН-800. 2 штуки в мире работают себе и работают. Первую часть китайской сенсации 2022 предлагаю считать закрытой. Высокотемпературный газоохлаждаемый реактор, согласно требованиям Международного форума поколения 4, должен давать на выходе температуру гелия 900 градусов Цельсия. У китайского реактора HTR-PM 700 градусов. Маловато будет, считают международные эксперты, с которыми не соглашаются китайские атомщики, которых воленс-ноленс поддерживают все те, кто повторил сообщение о сенсационной сенсационности, не дав себе роскоши задуматься. Все написали, я написал. Я ни в коей мере не умаляю результат китайских атомщиков. Они действительно молодцы. И топливо для такого реактора невероятно сложное в производстве. Никто в мире на такое не способен. Кроме подростков, конечно. Там эту технологию лет так 15-20 назад поймали и освоили. И одна электрическая турбина на 2 реактора. По-инженерному красивая придумка, способствующая улучшению экономики процесса. Молодцы, что сказать. Но отчего не называть вещи своими именами? Опытно-демонстрационный двойной блок, позволяющий совершенствовать технологию и приступить к реализации проблемы облученного ядерного топлива в дальнейшем. Нескромно. Нескромно получилось, а нескромно с какой целью? На мой взгляд, на котором не настаиваю, для того, чтобы заявить себя как более успешных конкурентов. Росатом ведь такой проект нигде не реализовал, а потому, без сомнений, Китай впереди планеты всей. А вот результаты исследовательских работ, которые ведутся на этой атомной электростанции Шидао-Бай, в открытых источниках просто отсутствуют. Укололи, увидели недоумение на лицах, скрылись в кустах. Но результат-то получено. В течение какого-то времени после сенсационной публикации Росатом вынужден был только что не оправдываться. И расчет на то, что наша русская инфрасреда с заполошенными голосами подхватит и подпоет, тоже оказалось точным. И подхватили, и подпели. Мелочь, а осадочек на душе остался. Это я про самого себя, если что, не подумайте плохого. Шумиха вокруг якобы первого в мире реактора поколения 4 закончилась достаточно быстро. У нас сейчас новостная повестка настолько плотная, что и представить невозможно, чтобы реальные новости реально высокотехнологичных перспективнейших проектов хоть на какое-то время задерживались в центре внимания. Давайте наискосок пробежимся по списку реакторов 4-го поколения. Вот просто бегом-бегом. Высокотемпературный газоохлаждаемый реактор с его температурой на выходе из активной зоны под 1000 градусов. Плюс очевиден. Чем выше температура рабочего тела в электростанции любого типа, тем выше будет конечный коэффициент полезного действия. В последнее время под давлением всевозможных настроений стало много слов о том, что такое огромное количество тепла, которое дает реактор ВТГР, отличное подспорье для производства чистого водорода.
Для тех, кто успел забыть, некто Чубайс после появления зеленой сделки Евросоюза в 2020 году только что микрофон на выступлениях не грыз, с пеной у рта рассказывая о том, что мировой рынок водорода к 2030 году вырастет то ли до 100 миллиардов долларов, то ли до 200 миллиардов долларов. Ажиотаж схлынул. Рынка как не было, так и нет. Материаловедение диктует свои темпы развития. Западные компании уверенно сдвигают все свои водородные программы куда-то вправо, зачастую за пределы окоема. Лично я очень надеюсь, что этот молодецкий водородный задор схлынет и у нас. Но это ведь не повод не развивать это направление атомной энергетики, высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы. Высокотемпературная тепловая энергия востребована при производстве аммиака. Это дает совершенно иные перспективы освоения огромных газовых месторождений Арктики. Такой реактор способен обеспечить и электрической, и тепловой энергией предприятия любой мощности вместе с жилыми поселками специалистов. Научно-производственное объединение «Луч», входящее в научный дивизион Росатома, с технологией производства шаровых микротвеллов справилось успешно. Так что теперь мячик на стороне наших газовых и судостроительных компаний. Да, на всякий случай. Аммиак сам по себе уже востребованный товар. Аммиачная вода и далее по производственной цепочке можно дойти до карбамида. На умном языке это называется диверсификацией производимой продукции. Одно дело предлагать мировому рынку только сжиженный природный газ, совсем другое – несколько видов удобрений, метанол и далее по списку. Реакторы с быстрыми нейтронами, натриевым теплоносителем – это вовлечение в ядерный топливный цикл основного изотопа урана, урана-238, то есть расширение топливной базы атомной энергетики в 140 раз. Наши реакторы БН-600 и БН-800 можно считать опытно-промышленными. Они электроэнергию генерируют, и все нюансы технологии позволяют отрабатывать. Проект реактора БН-1200 – это ближайшее будущее, которое в какой-то мере определено генеральной схемой размещения объектов генерации на период до 2042 года. Реактор со сверхкритикой по воде – это рост коэффициента полезного действия с 35 до 45%, то есть весьма существенное улучшение экономики атомной энергетики. Перспективные газоохлаждаемые реакторы на быстрых нейтронах – это возможность совместить преимущество высокой температуры и расширение топливной базы атомной энергетики. Реактор на быстрых нейтронах со свинцом в качестве теплоносителя Брест-300 вовсю строится. Плановое время запуска, напомню, 2028 год. По-моему, эту тему мы разбирали по косточкам. Найти в наших плейлистах несложно. Ну а на 6-м номере списка реакторов поколения 4 попробуем остановиться чуточку подробнее вот прямо сегодня, если тайминга хватит, конечно. Побуждающим мотивом для сегодняшней передачи стала очередная сенсационная сенсация от китайских ученых, веером разлетевшаяся по многим каналам. Центральные наши СМИ, к их чести, подхватывать этот изящный фиг не стали. Это уже хорошо, но вот многочисленные блогеры. Давайте процитирую. Как сообщили пекинские геологи, Китай обнаружил бесконечный источник энергии, который может обеспечить страну топливом на 60 тысяч лет. Согласно данным общенационального исследования, горнодобывающий комплекс Баян-Обо во внутренней Монголии, автономном районе на севере Китая, может содержать достаточно тория, чтобы удовлетворить потребности домохозяйств Китая в энергии практически вечно. Этот слаборадиоактивный элемент можно использовать для создания атомных электростанций, так называемых реакторов на расплавленной соли, которая могла бы вырабатывать огромное количество энергии. По оценкам ученых, при полной эксплуатации горнодобывающий комплекс может дать 1 миллион тория, написала The South China Post, которой удалось получить рассекреченный отчет об исследовании. Торий – это природный радиоактивный металл, который встречается в земной коре, горных породах и в воде. Его энергетический потенциал в 200 раз выше потенциала урана, а запасы тория в мире значительно превышают урановые, что делает его перспективным топливом для атомной энергетики будущего. Основные преимущества ториевых реакторов – это высокая безопасность, экономичность и экологичность. В отличие от традиционных урановых установок, реакторы на ториевом топливе не требуют водяного охлаждения, что снижает риск аварий. Они производят минимальное количество радиоактивных отходов, что повышает их привлекательность с точки зрения глобальной безопасности. Сегодня ториевая энергетика активно развивается в Китае, где уже одобрено строительство первого в мире ториевого реактора. Этот шаг может радикально изменить мировую энергетику, снизив зависимость от ископаемого топлива и открыв путь к устойчивому и чистому производству электроэнергии. Концентрация ложной информации настолько высока, что не сразу сообразишь, с чего начинать. Впрочем, давайте с физики, она ведь всему голова. Торий
названная его первооткрывателем, шведским химиком Йенсом Бурцелиусом в честь бога из скандинавской мифологии, химический элемент с порядковым номером 90 в таблице Менделеева. Разумеется, радиоактивен, как и любой другой химический элемент, идущий в таблице после свинца. Но есть нюанс. Период полураспада, время, в течение которого активность снижается в 2 раза, основного изотопа тория-232, 14 миллиардов лет, то есть раза так в 3 больше времени существования планеты Земля. Поскольку любопытству физиков предела нет, к сегодняшнему дню они успели открыть 30 изотопов тория, от тория-208 до тория-238. Но самые большие периоды полураспада у всех обитателей этого ториевого зверинца от микросекунд до максимальных 75 тысяч лет. Поэтому в природной руде мы видим торий-232 с частотой 99,999999%. Я бы и дальше с девятками игрался, но лениво. Очевидное следствие: тория в природе планеты в разы больше, чем урана, поскольку в период полураспада основного изотопа урана-238 всего 4,5 миллиарда лет. Да, на всякий случай, 232 и 238 – это общее число протонов и нейтронов в ядре, соответственно, основных изотопов тория и урана. А то, что персонально меня раздражает до глубин души, так это фраза из раздела «Торий – перспективное топливо для атомной энергетики будущего». 232 – это четное число. А ядра с четным числом протонов и нейтронов ни при каких обстоятельствах в цепной реакции деления не участвуют. Это фундаментальный физический закон. Нечетные ядра способны на цепную реакцию деления. Четные – никогда, даже если об этом появится постановление экономического отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая, резолюция Совета Безопасности и, даже не побоюсь этого слова, единогласное голосование Европарламента вместе с Конгрессом США и с Совфедом России. Торий не топливо. Никогда им не было и не может быть. Точка. Для таких веществ, как торий, имеется специальный термин, раскрывающий физическую суть. Фертильный радионуклид. Радиоактивный химический элемент, который позволяет за счет ядерных трансмутаций получить делящееся вещество. Уран-238 на цепную реакцию деления не способен, но позволяет получить из него плутоний-239, который уже делится. Ну, как пример. Ровно та же самая история. Он позволяет получить уран-233, а вот тот охотно идет на цепную реакцию деления. Нет никаких ториевых реакторов. Делиться в реакторе все равно будет уран-233 или уран-235. Максимум, о чем можно говорить, реактор с использованием тория, не более того. Что для этого требуется? Обеспечить цепочку ядерных реакций, которая выглядит следующим образом. Формула не очень сложная. Торий-232 поглощает свободный нейтрон, превращаясь в нестабильный изотоп тория-233, период полураспада которого составляет всего 22 минуты и 18 секунд. Нейтрон в составе ядра, не имеющий электрического заряда, по собственному желанию превращается в положительно заряженный протон. Для сохранения заряда образуется еще и электрон. С электрическими зарядами все в порядке, но в составе ядра появился дополнительный протон, и это уже другое химическое вещество. Это протактиний, 91-й по счету химический элемент таблицы Менделеева. Разумеется, радиоактивный. Распад идет по бета-минус каналу. Период полураспада тоже не из длинных – 26 суток и 23 часа. Бета-частица, то есть электрон с его отрицательным зарядом, покидает ядро, в котором появляется еще один протон. И снова мы получаем новое химическое вещество – уран-233. Вот эта возможность за какой-то месяц получить из тория-232, делящийся элемент уран-233, была изучена в США в 1941-1942 годах в рамках Манхэттенского проекта. Надеюсь, никто из вас, уважаемые зрители и слушатели, не удивлен тому, что исследования велись в рамках проекта создания атомной бомбы. Атомная энергетика и по ту сторону океана вышла из солдатской шинели, имея на голове академическую шапочку. Среди участников Манхэттенского проекта трудились, в числе прочих, 12 нобелевских лауреатов по физике. Уран-233 этим милым людям показался весьма симпатичным из-за его критической массы. Критическая масса, если кто вдруг забыл, минимальная масса делящегося вещества, при котором в нем начинается самоподдерживающаяся цепная реакция деления. Самоподдерживающаяся, поскольку при массе делящегося вещества выше критической уже ничего делать не нужно, человек больше не требуется. Он уже может спокойно наблюдать за ядерным взрывом. Количество образующихся свободных нейтронов нарастает лавинообразно, в строгом соответствии со школьным правилом. Помните?
Один нейтрон ударил в ядро урана, оно развалилось, образовалось два свободных нейтрона, они ударили уже в два ядра урана. Схема простенькая. 2, 4, 8, 16, 32, 64. И на каждый такой этап уходят микросекунды. Разумеется, критическая масса зависит от геометрической формы боезаряда. Часть свободных нейтронов вылетает из него, потому чем меньше площадь поверхности, тем меньше нейтронов улетает, и тем меньше критическая масса. Если не изощряться с отражателями нейтронов, которые возвращают блудные свободные нейтроны обратно, то критический шарик для урана-235 должен весить 46,7 кг, а для урана-233 вполне достаточно 15,8 кг. Меньше только у чистого плутония-239, которому и 10 кг за глаза и за уши. Это же просто счастье для миролюбивых физиков. Мощность заряда одна и та же, а вес и размер боезаряда меньше. Это же общая масса атомной бомбы меньше получится. Ее самолет может на большее расстояние оттащить, чтобы уронить демократию кому-нибудь на голову. При единичном делении ядра урана-233 и ядра урана-235 выделяется одинаковое количество энергии, порядка 200 мегаэлектрон-вольт. Электрон-вольт – это единица измерения энергии, которую чаще всего используют в ядерной физике. В обычной физике в ходу джоули. Но какие уж тут джоули, если, к примеру, масса протона 1,67 умножить на 10 в минус 27 степени килограмма, а заряд электрона 1,6 умножить на 10 в минус 19 степени кулона. Неудобно с таким бешеным количеством нулей после запятой. Поэтому ядерные физики нашли куда как более сподручную единицу измерения. 1 электрон-вольт равен энергии, необходимой для переноса элементарного заряда, это как раз заряд электрона или протона, в электростатическом поле между точками с разницей потенциалов в 1 вольт. Численно 1 электрон равен 1,6 умножить на 10 в минус 19 джоуля. В общем, очень и очень мало. Мегаэлектрон-вольт, значит, после запятой не 19 нулей, а всего 13. Если сугубо практически, то можно забыть про все эти безумные нули. В атомной и в ядерной физике энергия измеряется в электрон-вольтах, да и все. При делении ядра урана-235 и ядра урана-233 выделяется одинаковое количество энергии. Так что слова из сенсационной сенсации, которую мы сегодня обсуждаем, электрический потенциал тория в 200 раз выше, чем у урана, это просто бред сивой кобылы в морозную январскую ночь. Давайте лучше про реальную физику, у меня нервы целее будут. Энергию ядра урана-233 и ядра урана-235 при делении выделяют одинаковую, но критическая масса урана-233 намного меньше. Почему? В чем причина? Да вот в той самой школьной формуле. 1 свободный нейтрон, 2 свободных нейтрона, поскольку эта формула предельно упрощена. При делении ядра урана-235 в реальности образуется 2,1 вторичных нейтронов. А при делении урана-233 вторичных нейтронов получается 2,3. Чем больше вторичных нейтронов, тем больше новых ядер разделится. Отсюда и вот такой макрорезультат из-за микропричин. Если представить, вообразить себе поток нейтронов, который мы направляем на равное количество атомов делящихся материалов, то в одном и том же потоке разделяется около 65% ядер урана-235, около 80% ядер урана-плутония-239, а в случае урана-233 на дележку уходит до 90% ядер. То же самое, но наоборот. Для одинакового количества актов деления ядер урану-233 требуется меньше свободных нейтронов, а экономика, как говорил незабвенный Леонид Ильич, должна быть экономной. Однако дальнейшие исследования свойств тория-232 внесли изрядную ложку дегтя. Выяснилось, что при взаимодействии с свободным нейтроном ядро образующегося урана-233 может не разделиться, а просто сожрать этот свободный нейтрон, превращаясь в ядро урана-234. Уран-234 радиоактивен. При его распаде возникает целое радиоактивное семейство. Нервничает ядро урана-234. Раздражение сбрасывается за счет излучения альфа-частицы. Ну и вновь образовавшееся ядро тория-228 тоже радиоактивно. И такой цикличный распад продолжается вплоть до образования стабильного свинца-208. Не буду выписывать все это радиоактивное семейство или радиоактивный ряд, в ходу оба названия. В нем важны и крайне неприятны ядра химических элементов, выдающих на гора гамма-излучения. Торий-228
Первая порция гамма-частиц с энергиями 84 килоэлектронвольта. Далее радий-224 и его гамма-излучение с энергией 241 электрон-вольт и так далее. На подходе к образованию талия-208 бывший уран-232 уже выплевывает гамма-излучение общей энергии 3,3 мегаэлектрон-вольта, а сам талий-208 добавляет еще 2,6 мегаэлектрон-вольта все того же гамма-излучения. Соответственно, при переработке образующегося облученного ядерного топлива требуется весьма серьезная биологическая защита или же создание безлюдной технологии. Манипуляторы, свинцованные стекла – вот это вот все, что мы сейчас реально умеем. Но в начале 40-х годов физики, собравшиеся в Манхэттенском проекте, хором провозгласили: нет, такой хоккей нам не нужен. Алгоритм действия при использовании тория-232 для создания ядерного боезаряда из урана-233 получался действительно крайне замысловатым. Пошагово. Создать ядерный реактор, который должен обеспечить свободными нейтронами размещенный в нем металлический торий-232. Для этого предварительно нужно было найти подходящее месторождение этого самого тория, придумать, разработать технологию обогащения руды и производства металлического тория. Обеспечивать свободными нейтронами на тот момент можно было только за счет природного урана. Для чего месторождение найти, руду обогати, технологию металлического урана создай. И вот это вот все, только первый шаг, только первая загрузка урана и тория, разминка перед главным боем. Месяц облучаем торий-232, пока более-менее приличное количество урана-233 наберется. После чего изволь перерабатывать образовавшееся комбинированное облученное ядерное топливо. Фонят осколки деления урана-233. Фонят осколки делившегося урана-235. Из урана-238 образовались 3 изотопа плутония, и поверх всего этого жесткое гамма-излучение от результатов распада урана-232. Для получения полного результата необходимо убрать все осколки деления, выделить в изолированном виде уран-233, уран-235, уран-238, да еще и плутоний-239. Нет, в принципе, невероятный коллектив, которым штатам удалось привлечь к Манхэттенскому проекту, а ведь собрались ведущие ученые, конструкторы, инженеры, да и просто технари, бежавшие за океан со всей фашистской и нацистской Европы, наверняка был способен на создание вот такого пучка технологий. Вот только и для них важнейшим фактором было время. Они все отлично помнили, что в Германии остался трудиться на благо Третьего рейха сам Вернер Гейзенберг. Они понимали, с какой скоростью демократически избранный канцлер Германии применит все ядерные боезаряды, которые попадут в его руки. Но вердикт был однозначным. Нет, мистеры из Пентагона, отказываемся мы от такого рыбного радиоактивного супа, заявили физики и переключились на работу с ураном, согласившись с предложениями Энрико Ферми. Вперед к Чикагской поленнице с ее природным ураном и наработкой плутония-239. Физики были тем более правы, что волею судьбы американцам в 1940 году досталось 1250 тонн невероятной, фантастической, невообразимой урановой руды из конголезского рудника Шкинкелобве. В наше время руда с содержанием урана 1% считается богатой. А из Шкинкелобве поступила руда с содержанием урана 65%. Ну, какой такой торий? Когда просто праздник какой-то, как говорил в таких случаях Карабас-Барабас. Казалось бы, что на этом все изыскания возможности использования тория в атомном проекте должны были закончиться раз и навсегда. Но оказалось, что казалось. Нам с вами хорошо известна дата профессионального праздника, Дня работника атомной промышленности, который ежегодно отмечается 28 сентября. Именно в этот день, в 1942 году, было подписано распоряжение Государственного комитета обороны СССР об организации работ по урану. Именно этот день действительно является точкой отсчета для нашей отечественной атомной индустрии. Но о том, как в Советском Союзе на тот момент обстояли дела с тем, над чем предстояло работать, с ураном, рассказывает еще одно решение Государственного комитета обороны, подписанное 27 ноября того же 1942 года. Называется оно «О добыче урана». Для тех, кто любопытен, постановление Государственного комитета обороны номер 2542, совершенно секретная особая папка 27 ноября 1942 года. Государственный комитет обороны постановляет 1А. Обязать Народный комиссариат по цветной металлургии организовать добычу и переработку урановых руд в количестве 4 тонн на Табашарском заводе В главредмета. 1Г. Составить комплексный проект уранового предприятия производительностью 10 тонн урана в солях в год.
10 тонн в год. Чтобы было понятно, в активной зоне нашего первого реактора, собранного под руководством Игоря Курчатова на территории лаборатории номер 2 и запущенного 25 декабря 1946 года, для таких же зануд, как я, в 18 часов по московскому времени. Так вот, в активной зоне находилось 50 тонн природного урана. Нет, это не просто повезло. Это группа наших ученых, переодетых в форму офицеров НКВД под руководством Авраамия Павловича Завинягина, самолет, с которыми вылетел в Берлин 2 мая 1945 года. Из тех, о ком точно известно, в первой группе работали Юрий Борисович Харитон, Исаак Константинович Кикоин, Лев Андреевич Арцемович, Георгий Николаевич Флеров, Яков Борисович Зельдович, Леонид Михайлович Неменов и другие. В будущем все до одного академики, герои социалистического труда и лауреаты сталинских премий. А весной и летом 1945-го поисковики немецких ученых лабораторий и урана. Итог работы по поискам радиоактивных веществ – 10 тонн металлического урана, 300 тонн урановой руды, 400 литров тяжелой воды. Да, вот так. Не знаю, как вы, а я вот совершенно убежден, что такое отношение к немцам и должно было быть. Про прочую добычу, оборудование и документацию, множество трофейных немцев, которым добрейшей души человек предлагал или подождать трибунал, или поработать по специальности 10 лет в указанных местах, в следующий раз. Уран был жутким дефицитом, поэтому любой вариант, который хотя бы потенциально был способен обеспечить нам создание атомных бомб, использовался на 100% и даже больше. В системе спецкомитета за поиск урановых месторождений отвечал Авраамий Завинягин. Но дело двигалось черепашьими темпами, и Сталин просто вынужден был задействовать главу спецкомитета Лаврентия Павловича Берию. Как известно всем рукопожатным людям со светлыми лицами, безжалостного палача, душегубца, погубившего около миллиарда душ в страшном ГУЛАГе. Лаврентий Павлович подошел к решению проблемы с ураном со своим зверским безжалостным методом. Страшно вспоминать. Постановление Совета Министров номер 628/259 от 31 марта 1946 года. Вот сейчас буду цитировать, так что заранее прошу прощения за дрожащий от ужаса голос от потрясающей бесчеловечности. Готовы? Название. О премиях за открытие новых месторождений урана и тория. Уже страшно, правда? Пункт номер 1. Первая премия присуждается за открытие новых месторождений урана с запасами металла не менее 1000 тонн при среднем содержании урана не менее 1% и выше. Пункт 2. Установить, что руководитель геологоразведочной партии, удостоенный первой премии А, получает денежную премию в размере 600 тысяч рублей. Б. Представляется Советом Министров к званию Героя социалистического труда. В. Получает звание лауреат Сталинской премии первой степени. Г. Получает за счет государства в собственность в любом районе Советского Союза дом-особняк с обстановкой и легковую машину. Д. Получает право обучения своих детей в любом учебном заведении СССР за счет государства. Е. Получает право пожизненно для себя, жены, мужа и несовершеннолетних детей бесплатного проезда в пределах СССР железнодорожным, водным и воздушным транспортом. Ж. Получает двойной оклад жалования на все время работы в области специальных разведок. Чувствуете, как кровь со страниц страшного документа стекает? Пункт 3. Группа основных работников геологической партии, в том числе лицо, первым обнаружившее рудную залежь, получает денежную премию в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, каждый из этих работников А, Б, В, Г, Д. Ужас. Просто ужас. Сколько времени пришлось бы зачитывать полный текст этого порождения тирана и мучителя, поскольку за менее крупные месторождения были предусмотрены 2-я премия, 3-я и даже 4-я. По слухам, после появления этого постановления с дозиметрами норовили работать даже при прокладке водопроводных труб. Мало ли, а вдруг что извякнет? И у меня, кстати, вопрос. В недрах нашего уважаемого Министерства природных ресурсов имеется проект, касающийся геологии. Называется «Возрождение легенды». Как думаете, может, стоит им туда отправить ссылку на этот вот документ, с которого просто капли крови струей? А то что-то легенда норовит оставаться легендой, а возрождаться не возрождается. Надеюсь, все обратили внимание, что премиальная система геологам вводилась не только за месторождение урана, но и за месторождение тория. Понимаю, что с ураном, что называется, как карта ляжет, а времени на ответ американским ядерщикам просто нет. Ученые под руководством Игоря Курчатова просчитывали вариант, при котором урана будет мало, и работать придется с торием. Тот случай, когда даже тени риска не должно было быть. И спецкомитет готовился к ториевым проектам. 1 декабря 1945 года постановление Совнаркома номер 3010-895 «Совсекретная особая папка» об организации лаборатории номер 3 при Академии наук СССР. Цитирую. Совнарком постановляет
Первое. Организовать при Академии наук СССР лабораторию номер 3, возложив на нее физическое исследование систем ДК и ТК, свойств бета-радиоактивности и ядерных частиц. Б. Разработку мероприятий по практическому осуществлению указанных научно-исследовательских работ. Пункт 2. Назначить директором лаборатории номер 3 академика Алиханова А.И. ДК. Дейтериевый котел. В документах спецкомитета иногда назывался еще и ФДК. Физический дейтонный котел. То есть реактор с тяжелой водой в качестве замедлителя. ТК еще проще. Туриевый котел. То есть реактор с использованием турия в качестве горючего, или, как мы уже выяснили, в качестве фертильного радионуклида. По секрету, мне больше нравится слово «материнский радионуклид». Раз уж господа товарищи физики предлагают вот эту самую фертильность, приходится соглашаться. Если кто-то почему-то вдруг не помнит или позабыл, что такое лаборатория номер 3 в наше время, то я на всякий случай напоминаю. Это ИТЭФ, Институт теоретической и экспериментальной физики, в силу перестроечной чехарды и безденежья 90-х, утративший полную самостоятельность и перешедший под теплое крылышко Института имени Курчатова. Если же использовать лексикон сверхсекретных документов времен спецкомитета, то произошло объединение лаборатории номер 2 и лаборатории номер 3 Академии наук СССР. По большому секрету и с намеком на то, что количество передач, посвященных великой эпохе становления нашего отечественного атомного проекта, может быть вообще бесконечным, у Академии наук СССР имелась лаборатория номер 1 и лаборатория номер 4. Ответственнейшей работы в те времена хватало всем. Остается узнать ответ на вопрос к вам, уважаемые зрители и слушатели. Оно вам надо? Рассказываю про это, про все. Пишите, комментируйте, в обязательном порядке прочитаю. Ну, а то, что текст постановления Совнаркома 3010-895 явно составлен не администраторами, а учеными, мне кажется, вполне очевидно. Вряд ли даже самые выдающиеся организаторы знали про бета-распад Тория-233 и протактиния-233. Упомянуты и неназванные по именам ядерные частицы. Похоже, о том, как выглядит радиоактивный ряд урана-232, группа будущего академика Абрама Исаковича тоже была прекрасно осведомлена. Но идея о том, как можно было бы сочетать урановый котел с тяжелой водой в качестве замедлителя с котлом туриевым, в этот раз уже точно не успеваю. Тема отдельная, большая, интересная, обязательно продолжу. А сегодня на дорожку давайте разберемся, почему интерес к турию появился у китайцев и какое именно отношение к турию имеет тот самый горнодобывающий комплекс Баян-Оба во внутренней Монголии, автономном районе на севере Китая. К тому, что лаборатории номер 3 требуется турий, спецкомитет подошел со всей серьезностью. Постановление Совета министров СССР номер 1762-764 от 13 августа 1946 года об организации второго главного управления Министерства цветной металлургии. Пункт 1. Образовать в Министерстве цветной металлургии второе главное управление по добыче и производству Б9. Напомню, что Б9 в документах спецкомитета – это турий. Тут, похоже, был принят алфавитный порядок, поскольку А9 – это уран. Девятка – это такой тонкий намек на толстые обстоятельства. НИИ-9 в системе НКВД до 1944 года назывался Институт Народного комиссариата внутренних дел по спецметаллам. НИИ-9 в наше время – это в НИИ-НМ, высокотехнологичный НИИ неорганических материалов, главный научно-исследовательский институт Росатома по материаловедению. В видение этой новой структуры были переданы 15 организаций, в том числе и НИИ редких и малых металлов с опытной базой и производственной лабораторией в городе Подольск. Именно в Подольске, в почтовом ящике номер 12, разрабатывали технологии получения чистого тория из обоих типов месторождений, из песка моноцитов и из рудных месторождений. Опытная установка, пусть они и шли именно исследовательские работы на уровне лабораторных экспериментов, конечной целью деятельности ставила создание производств. И первой такой промышленной площадкой стал завод А. Как говорилось в отчете второго управления Минцветмета в сентябре 1947 года, ровно через год после создания этого второго управления. В результате научно-исследовательских работ 1946 года были разработаны основные технологические схемы обогащения моноцитового сырья и получения чистых соединений и металла Б9 из моноцитов. Для установления промышленной технологии производства Б9, турия, была создана полузаводская установка в Подольске. Также разработана технология механической обработки металла Б9 на проволоку и тонкую жесть. Одной из основных трудностей являлась очистка от следов А9 урана. В настоящее время эта технология разработана Гиридметом. Принятые технологии обеспечивают получение металла, соответствующего техническим условиям в лаборатории номер 3 Академии наук. Содержание Б9, тория, не менее 99,3%. Содержание А9 урана не более 1 грамма на 1 тонну. Разработанная Гиридметом и Подольской опытной установкой технология получения металлического Б9 принята для промышленного производства металлического Б9.
Не буду тратить время на описание всей производственной цепочки от поиска месторождения через обогащение руды к получению концентрата моноцита. Желающие имеют полное право припасть к источнику знаний и мудрости. Атомный проект СССР, документы и материалы, том 2, атомная бомба, книги 2 и 3, под общей редакцией Рябева, в НИИ Ф, Москва, Саров, 2002. Книги небольшие, читаются легко и увлекательно. В каждой чуть меньше 900 страниц. Крайне рекомендую. Несмотря на предложенную систему премирования за удачные поиски месторождений Турия, обнаружить запасы, которых могло бы хватить на военную программу атомного проекта, не удавалось. Могли ли такие проблемы остановить главного менеджера спецкомитета? Напомню, что в 1945 году на территории СССР было известно месторождение урановых руд в количестве 1 штука в Табашаре на территории Узбекистана. Почти все остальные месторождения открывали уже в 60-е годы. Но проблема создания ядерного оружия и обеспечения темпов его производства, которые вели к паритету с США, была решена еще до 1950 года. Урановые руды Германской Демократической Республики, Чехословацкой Социалистической Республики, Народной Республики Болгария, Социалистической Республики Румыния, Польской Народной Республики стали поступать в нашу страну уже после 1948 года. И дефицит А9 урана исчез. Но если по урановым рудам архивные документы в полном порядке, то с моноцитовым песком и турием все намного сложнее. По той причине, что от турия в атомном проекте наши ученые отказались. Окончательное решение по этому поводу было принято Игорем Васильевичем Курчатовым в 1953 году. Я вот не сумел найти решение, на основании которого было принято решение о складировании моноцита на юге Свердловской области, рядом с городом Красноуфимск. Край это аграрный, зерна здесь выращивалось много, склад был изначально именно для его хранения. 19 деревянных амбаров-сараев размером 85 на 14 метров. С января 1960 года сюда стали доставлять моноцит из тех небольших и традиционно сверхсекретных складов. 50-килограммовые ящики с мешками, заполненные бурым песком, концентратом ОМ, прибывали партиями по 200 тонн. Итоговое количество, как показало вскрытие складов в 90-е годы, 82 245 тонн. Но изучение содержимого складов привело к еще одному удивительному открытию. Здесь хранится моноцит, добытый в Алдалском районе Якутии. Моноцит из поселка Таежный Красноярского края. А еще моноцит из штата Керала в Индии, с бразильских берегов Байи и Эспирита Санта, с Фан-Рейнсдорпа в Южноафриканской республике и даже с Мадагаскара. Это, конечно, совсем уж экзотика, в отличие от моноцита из дружественных СССР Северной Кореи, Вьетнама и Китая. В удивительные 90-е годы склады стали собственностью правительства Свердловской области. Для обеспечения их сохранности и безопасности для окружающей среды создано государственное унитарное предприятие «Уралмоноцит». Сараи упрятаны внутрь экранирующих хранилищ. Исследования содержимого проводились предприятиями Минатома в конце тех же 90-х. Но история того, почему эти огромное количество ценнейшего сырья до сих пор не перерабатываются на месте, не вывозятся на заводы, которые могли бы справиться с переработкой, долгая, сложная, драматическая и местами даже криминальная. И никакого отношения к энергетике не имеет, поэтому извините, но я пас. А вот химический состав моноцита, собранного из доброго десятка стран, это нечто эталонно усредненное, показывающее именно стандартный состав этого удивительного минерала. Чтобы не тратить слова, предлагаю взглянуть на этот список. Тема редкоземельных металлов не так давно звучала из каждого утюга, не так ли? К таковым относятся 17 химических элементов. В усредненном по планетарным месторождениям моноцитовом песке их 15 штук. Многие СМИ писали о том, что доля редкоземельных металлов в удивительном моноците красноуфимских складов составляет 54%. Но это, конечно, манипуляция сознанием. Редкоземов там всего-навсего 53,48%. Можно еще немножечко поиграть в арифметику. Годовая добыча редкоземельных металлов в России в последние годы около 2500 тонн. А на складах государственного унитарного предприятия «Уралмоноцит» 84 тысячи тонн моноцита, в котором редкоземельных металлов 45 тысяч тонн. Лежат, фонят. Население и руководство Свердловской области нервничает, причем по делу, но лежат. Проблема переработки – тот самый оксид тория, который вполне реально радиоактивен, а его в этом складе 6500 тонн. И уж извините, но да занудствую.
54% редкоземельных металлов и 8% оксида тория. Это далеко не 100%. Но я просто списком, без чисел. Оставшиеся 38% – это оксиды фосфора, железа, алюминия, кремния, титана, кальция, магния, циркония и целых 0,2% оксида урана. И это все исключительно для того, чтобы интерес Китая к ториевым циклам в атомной энергетике был прозрачен для вас, как стеклышко. Месторождение Баян-Оба в Китае – крупнейшее в мире месторождение редкоземельных металлов на планете. Возможно, доскональное обследование нашего якутского тамтора сместит его с этой ступеньки. Годовая добыча в последние годы – около 150 тысяч тонн. Если химический состав монацитовых песков, а Баян-Оба – это именно монацит, такой же, как и усредненный монацит красноуфимских складов, то что получается? 300 тысяч тонн монацита ежегодно, из которых половина, грубо, это редкоземельные металлы. Значит, в отвалы редкоземельного комбината уходит по 150 тысяч тонн как бы отходов, в которых под 16% того самого оксида тория, то есть около 24 тысяч тонн в год. Оксид тория, который уже извлечен из-под земли, из которого уже удалена половина примеси, что, разумеется, значительно снижает себестоимость тория, пригодного для использования в атомной энергетике. Конечно, не китайцы первыми об этом задумались, но исследования, которые велись и ведутся в Соединенных Штатах, в Канаде, в Индии, и проекты реакторов, которые теоретически могут работать с торием в качестве материнского радиоэлемента, в следующий раз. Мне остается буквально пару слов. Снова ставшее росатомовским Ловозеровское месторождение на Кольском полуострове – это лапарит, а не монацит. Так что с торием там практически никак. Черные пески всего северного побережья Азовского моря были исследованы многократно. Получить выходящую за санитарные нормы дозу облучения теоретически возможно. Если на пару недель зарыться в такой песок с головой, а для стопроцентного успеха попробовать еще и вдохнуть песок или съесть пару килограммов. Черный цвет – это не торий. Давайте расстанемся с этой легендой, поскольку цвет у монацита коричневый, а черный цвет песка обусловлен довольно высоким содержанием в нем ильменита, минерала, содержащего титан, который напрочь не радиоактивен. Регулярные научно-исследовательские экспедиции для оценки радиологической обстановки на побережье Азова, Таганрог, Мариуполь, Бердянск, с 1982 года ввели сотрудники кафедры радиохимии и химического факультета Московского государственного университета. Ведутся ли исследования в настоящее время, извините, просто не в курсе. Ничего опасного, превышающего предельно допустимые концентрации, ученые МГУ ни разу не обнаружили. Надеюсь, что нет никаких, так скажем, природных ЧП и в настоящее время. В постсоветское время исследования на пляжах Азовского моря вели специалисты Донецкого химико-металлургического завода. Радиация на природном уровне. Основной состав черных песков – кремний, железо и титан. На языке геологов – кварц, ильменит и магнетит. Ну а содержание оксида тория не превышает 0,5%. На пляже не опасно, поскольку образующийся при распаде тория альфа-радиоактивный радон-220 – это газ, который просто уносится ветром. Так что загораем спокойно. А вот таскать этот песок на стройку, чтобы изготавливать из него цемент и штукатурку, точно не стоит, поскольку в этом случае радон способен накапливаться в помещениях. А в наших с вами легких, если мы в это помещение зайдем и немножечко подышим, ему точно не место. Все, я уже и сам устал. Представляю, каково вам, уважаемые зрители и слушатели. Хотите продолжение ториевой темы в атомной энергетике, пишите в комментариях.